Всем привет! Второй вид резинки, который сегодня мы будем проходить, это будет перекрученная, она такая больше декоративная резинка. Вот у меня получилась провязанная классика. Она в меру эластична, в меру пухленькая, и она одинаковая с двух сторон. Если ее намочить, она чуть-чуть подвытянется, подвыровняется, потому что у меня это нитки, на которых я вам показываю варианты. Они у меня периодически распускаются, собираются в моток. Это классика. Чуть-чуть вставка такая. Для чего нужна резинка? Во-первых, чтобы низ не закручивался. И 1 на 1 это наиболее простая, наиболее частая. И, наверное, это первая из тех резинок, которые вам стоит освоить. Если вы будете уметь вязать этот вариант резинок классический, который рассматривали в предыдущем видео, то, в принципе, это уже достаточно. Сегодня я покажу другой вид резинки, это перекрученная. Вяжем точно так же. Первую спускаем, вторую изнаночную. Изнаночные не меняются. Как были, так и вяжутся. За переднюю стеночку. А вот лицевая раньше я вязала вот так. Вот. Сейчас мы делаем за переднюю стенку. То есть не за дальнюю от вас, а за переднюю. И подцепляя нить снизу. То есть если раньше была петля вот так, просто зацеплялась, никаких премудростей, то здесь мы за переднюю и под нее залазим. Изнаночная, как и была. Заводится нить. Так. Лицевая с подкручиванием. Еще раз показываю за переднюю стеночку, под нить и вытаскиваете. И так мы будем вязать. Тоже примерно такое же количество рядов, чтобы визуально увидеть, есть ли разница. Она будет. Это даже вот уже видно, что, видите, петельки, они такие вот обычная лицевая, а вот перекрученная. Вязать так нужно одинаково в обоих рядах, то есть и в лицевом, и в изнаночном. Ничего особо не меняя, за исключением вот подкручивания вот этой вот лицевой петли. Последняя изнаночная. Все как было по рисунку, так и вяжем дальше. Меняем только стиль. Так, первую спускаем, вторая изнаночная и снова за переднюю стенку под нить. За переднюю стенку под нить. И сейчас я буду вязать так. Если вдруг вам не очень видно, то ставьте на скорость помедленнее, и тогда, может быть, больше понятно будет. Но я говорю, что здесь отличие только в том, что вот за переднюю стенку я цепляю, как бы с этой стороны завожу, под нить и вытягиваю. Еще раз под нить и вытягиваю. Такой вид резинки я применяю в том случае, если это джемпер, у которого мне нужно, чтобы низ был примерно того же размера, как и лицевая гладь. То есть она не очень эластичная, эта резинка, и за счет этого она просто кромку создает. Но край уже закручиваться не будет. И в этом плюс. Плюс она декоративно смотрится даже, вот сейчас видно, до стирки вот уже понятно, что она более ярко выраженная. Этот вид резинки я вам показываю для вязания не на круговых спицах,
не по кругу, вернее, а по где есть лицо и изнанка. Если вдруг вы вяжете на круговых спицах, там чуть-чуть другие. Так, где-то я сбилась. Вот здесь должна была быть изнаночная петля, а я заговорилась и не очень часто я эту резинку использую, поэтому чуть-чуть, видите, мне тут нужно привыкнуть заводить с этой стороны. Но когда ты начинаешь вязать, допустим, вниз свитера, то, в принципе, уже никаких затруднений не возникает. Тут просто нужно запомнить этот вариант. Вот, видите? Как раз то, о чем я и говорила. Сейчас я провяжу еще чуть-чуть, и тогда вот эти виды резинки уже будет видно. А когда еще будет большое расстояние, то видно будет и ширину полотна. Тогда вы поймете, что вот этот первый вариант, он самый упругий. Этот вариант, вот почему я и сказала, что я его использую декоративно, он не очень эластичный, и он, если вот растянется, то он как бы так примерно и будет в таком виде. Поэтому, если дальше пойдет лицевая гладь, то он создаст только кромку без стягивания, но красивую, хорошую кромку. Бывает достаточно уже там буквально такого кусочка, как у меня провязано, чтобы изделие уже не заворачивалось. То есть оно не будет нести такой нагрузки никакой на вещь, что вам там визуально это будет прямо очень сильно видно, резать глаз, что-то. Это будет такой красивый, хороший кантик. Сейчас я ускорюсь. Ну и вот смотрите, что у нас получается. Вот у нас первый вид резинки и вот у нас второй вид резинки. Я еще добавлю потом несколько рядов, и потом в следующий раз мы рассмотрим еще один вид резинки, который тоже можно делать по низу или можно таким видом вязать. Для шарфиков это перекрученное полотно тоже отлично подходит. Оно с обоих сторон также перекрученное. И видно, да. Но оно, вот если даже сравнивать, смотрите, это по упругости и это полотно. Оно тоже упругое, но оно обратно так не стягивается. Поэтому такой у него как бы вариант полотна получается. Для хомутов, шарфиков, низа изделия, если вам нужна такая вот декорация, красивые, ярко выделяющиеся косички, это отличный вариант. Все, в следующий раз будем рассматривать третий вид резинки 1 на 1.